Привет! С вами компания Nirvana и я Артем Шамардин. Сегодня у нас на тестировании будет еще один проектор от компании Sony, модель VPL VW890ES. Думаю, вы все уже в курсе того, что компания Sony обновила модельный ряд проекторов, и на смену Full HD модели HW65, а также 4К моделям серии VW 290, 590 и 790 пришли три новых лазерных аппарата с индексом XW в наименовании, а именно XW 5000, 6000 и 7000. Герой нашего обзора остался в модельном ряду, как и проектор, который мы тестировали ранее, VW 5000. Казалось бы, что мешает Sony снять их с производства и сосредоточиться на выпуске упомянутых трех новых моделей. Но тут все не так просто. В чем же основные отличия новых моделей от прежних 4К проекторов Sony? Во-первых, это новые матрицы. Их физический размер уменьшен относительно предшественников с 0,74 дюйма до 0,61 дюйма при одновременном уменьшении разрешения с полного 4К до Ultra HD. Во-вторых, на новых моделях установлены другие объективы. На младшей модели XW5000S объектив внешне такой же, как и на Full HD проекторе HW65. Однако компания утверждает о его оптимизации под разрешение Ultra HD. Это подтвердил уже уважаемый Эки Шмидт в своем тесте, отметив улучшенное по сравнению с предшественником качество оптики. На старших моделях XW6000 и 7000 объектив стал меньше относительно моделей VW 290 и 590, что вполне объяснимо с учетом меньшего размера матриц, более компактного дизайна всего оптического блока. Однако сказанное вовсе не означает, что Sony сделал новые проекторы хуже. Вовсе нет. Уменьшение матриц до стандарта Ultra HD оправдано тем, что цифровые релизы выходят именно в этом стандарте, а не в полном 4К DCI. Кроме того, это позволило сделать проекторы более компактными. Также увеличена заявленная яркость. К примеру, у предыдущего лазерного середнячка модели VW790 была яркость 2000 люмен. Для его преемника модели XW6000 заявлена яркость 2500 люмен, а для модели 7000 целых 3200 люмен. Что же касается обработки изображения, все три проектора нового модельного ряда оснащены самым мощным процессором компании X1 Ultimate for Projector, таким, которым оснащен топовый аппарат GTZ380. Напомню, что в проекторах Sony модельного ряда 2020-2021 годов, то есть моделях 290, 590, 790 и 890, выполненных на базе процессора X1, впервые был заявлен динамический тон Mapping HDR, который Sony назвала Dynamic HDR Enhancer. Разумеется, новый модельный ряд также оснащен этой функцией. Итак, возвращаясь к вопросу, который я поставил ранее, почему Sony не сняла с производства модели 890 и 5000? Ответ очень простой. Все три новых модели уступают этим аппаратам по качеству оптики. На VW 890 и 5000 установлен лучший объектив компании – 89 мм полностью стеклянный RCF, такой же, как у флагмана GTZ380. В новых трех моделях линзы меньшего диаметра и содержат пластиковые элементы. Кроме того, новые модели не оснащены системой двойной динамической контрастности, сочетающей как механическую диафрагму в объективе, так и лазерный димминг. В новых моделях динамический контраст реализован только посредством лазерного димминга. Отсюда можно сделать вывод. Три новые модели пока что не в состоянии заменить премиальных аппаратов VW890 и VW5000. В особенности это очевидно в отношении VW5000 с яркостью 5000 люмен. Косвенным подтверждением этому выводу является и цена. К примеру, старшая модель новой линейки XW7000 стоит в США $28 000, а VW890 $40 000, при том, что новая модель ярче на целых 1000 люмен. Приступим к обзору технических характеристик проектора Sony VW890. Согласно данным производителя, лазерно-фосфорный источник света проектор выдает 2200 АНСИ-люмен. Традиционно для Sony не указывается паспортное значение нативной контрастности. Проекторы выполнены на основе трех LCOS-панелей размером 0,74 дюйма с разрешением 4096 на 2160 пикселей. Как я уже говорил, ключевая особенность проектора – это объектив ARCF. Большой цельностеклянный объектив, который призван обеспечить максимальную четкость по всей площади экрана. Он состоит из 18 стеклянных элементов, включая 6 элементов с низкой дисперсией. Оптика у аппарата полностью моторизованная, есть возможность сохранения настроек фокусировки, масштабирования и сдвига линз для 5 форматов экрана. Большие возможности сдвига объектива, плюс-минус 80% по вертикали, 31% по горизонтали, дают отличную гибкость при инсталляции. По заявлениям производителя, шум системы охлаждения умеренный и не превышает
24 дБ при полной мощности лазерного источника света. Проектор оснащен входами HDMI с пропускной способностью 18 гигабит в секунду, что позволяет принимать на борт сигнал с разрешением 4К и частотой 60 кадров в секунду с полным цветовым разрешением. Этого достаточно для всех ныне выпущенных на цифровых носителях фильмов, поэтому не является проблемой. Проектор поддерживает стандарты HDR10 и HLG, однако не обеспечивает полного цветового охвата DCI-P3, так как у него просто нет соответствующего светофильтра. Такое решение имеет свои плюсы и минусы, так как фильтр DCI ощутимо снижает яркость. В отличие от прошлых линеек, компания SXRD проекторы Sony линейки 2020-2021 годов оснащены функцией Dynamic HDR Enhancer, которая отвечает за покадровый динамический тон-маппинг сигнала в формате HDR. Насколько удачно это реализовано практически, мы обязательно посмотрим и сделаем выводы. Фактически эта модель пришла на смену проектору Sony VW870, который мы тестировали в ноябре 2020 года и были очень впечатлены результатами. Проектор довольно крупный и тяжелый. Его размеры составляют 560 мм в ширину, 220 в высоту и 490 в глубину. Вес 22 кг. Дизайн аппарата строгий, традиционный для лазерных проекторов Sony серии VW. Все разъемы, как обычно, у Sony находятся сбоку. В их числе два порта HDMI, порт триггера, LAN, порт USB для обновления прошивки. Пульт крупный, традиционный для Sony, довольно удобный, с подсветкой клавиш. Мы провели измерения яркости и контрастности в основных режимах работы проектора. Итак, яркость в самом ярком режиме Bright TV на максимальном значении мощности лазера и максимальном фокусном расстоянии составила 2079 люмен. Это довольно близко к паспортному значению. При установке цветовой температуры на D65 в режиме Reference яркость составила 1701 люмен. Важно отметить, что у лазерных проекторов Sony мощность лазерного источника света регулируется с помощью специального ползунка, включающего 100 возможных позиций. Это дает очень большую точность оптимизации яркости под размер и усиление экрана. Мы попробовали установить ползунок мощности лазерного источника на 0, и яркость снизилась до 756 люмен, что подтверждает сделанный вывод. Затем мы измерили нативный контраст по методике On-Off. На минимальном зуме в режиме Reference он составил 25500 к 1, а на максимальном зуме 19500 к 1. Это просто отличное значение, лучшее, что мы замеряли у проекторов Sony. Фактически эти цифры нативного контраста соответствуют тому, что мы получили при замерах новых проекторов GVC серии NZ при открытой диафрагме объектива. Причем контраст остается высоким и при 1% ADL. При активации динамической диафрагмы и лазерного димминга в режиме Limited контрастность возрастает до 38900 к 1. Что касается режима Full, то измерить контраст в нем невозможно, так как на черном шаблоне проектор полностью отключает лазер. Это дает основание компании Sony заявлять о бесконечном значении динамического контраста. При изменении контраста по методике ANSI на максимальном зуме она составила внушительные 380 к 1. Вместе с полученным значением контраста на 1% IDL можно сделать вывод о максимально плавном падении контраста с ростом средней яркости кадра. Результатом этого является максимальная стабильность контраста и пластичность изображения. На следующем этапе тестирования мы проверили оптическую четкость, разрешение и равномерность фокусировки. На шаблоне Quick Brown Fox проектор демонстрирует эталонную четкость, великолепную разборчивость мелких деталей и отсутствие заметных с места просмотра хроматических аберраций объектива. Что касается полного цветового разрешения, то оно обеспечивается только при включении режима быстрой задержки. При этом никакой деградации изображения не наблюдается, но функции из меню Motion Flow становятся недоступными. Равномерность фокусировки отличная от угла к углу. Сведение панелей требует лишь минимальной коррекции. Замечу, что оценивать качество сведения панелей и применять необходимые корректировки можно не раньше, чем через 20 минут после включения проектора. В наших тестах проекторов Sony мы не раз давали высокую оценку качеству работы фирменных систем, усиления четкости и масштабирования видео. Sony VW890S оснащен функцией Mirrorlity Creation и Digital Focus Optimizer. Предсказуемо, что обе работают очень корректно и эффективно, без нежелательных ложных контуров.
увеличивая четкость изображения за счет усиления микроконтраста. Однако качество объектива этого проектора настолько высокое, что вообще не требует какого-либо улучшения программным способом. Но это может быть полезно в случае, если видеоряд фильма, что называется, мыльный, то есть не обладает действительно высокой четкостью. Проверим, как проектору удается апскейл видео с разрешения 1080p до 4К. Для этого мы использовали тестовый шаблон и видеофрагменты с диска Spears & Munsell Benchmark и отключили масштабирование сигнала в плеере. Здесь никаких сюрпризов проектор нам не преподнес. Он демонстрирует высочайшее качество апскейла, традиционное для телевизоров и для проекторов Sony. При масштабировании не возникает нежелательных артефактов или какой-либо заметной зубчатости линий. На видеофрагментах этот вывод уверенно подтверждается. Равномерность белого и серого очень высокая, значимых неравномерностей по цвету тоже нет. Что касается микромерцаний, типичных для лазерных проекторов, то есть спекл, можно сказать, что это явление присутствует на некоторых цветовых заливках, но с места просмотра увидеть это практически невозможно. Равномерность черного поля и его глубина при отключенном димминге и автодиафрагме очень хорошая. Никаких светлых углов и пятен нет. Включение тестовых шаблонов с белыми объектами на черном фоне позволяет оценить качество всего оптического блока с точки зрения наличия или отсутствия внутренних переотражений. И здесь проектор демонстрирует великолепный результат. Призраков от ярких объектов на черном фоне нет, есть лишь едва заметные гало и слабый вертикальный стрикинг, практически незаметный в реальном материале. Это важно как для сохранения контрастности в смешанных сценах, так и для резкости изображения, обусловленной в том числе микроконтрастом. На всех ранее протестированных нами проекторах Sony, а это модели серии VW 270, 760 и 5000, мы наблюдали бандинг в HDR на определенных режимах. К сожалению, Sony VW890 также не лишен этого недостатка, и на тесте, записанном в HDR, бандинг присутствует. У проектора есть средство уменьшения его выраженности, это функция Smooth Gradation, но значительного влияния на результат она все-таки не оказывает. Однако на реальном материале мы не смогли ни разу увидеть бандинга даже на очень сложной сцене из первого фильма о Гарри Поттере. Еще раз повторюсь, что в моделях 2020-2021 года проекторе SXRD от Sony получили долгожданную функцию Dynamic HDR Enhancer, призванную обеспечить динамический тон-маппинг HDR-видео. Причем эта функция работает на трех уровнях – низком, среднем и высоком. Традиционный наш тест с цветными плашками демонстрирует, что проектор уверенно справляется с отображением плашек с яркостью до 1000 нит. Как и в предыдущих моделях, можно использовать ползунок Contrast HDR, который за счет снижения средней яркости позволяет продемонстрировать все плашки. Таким образом, в отличие от динамического тон-маппинга, реализованного в проектах GVC в виде системы Frame Adapt HDR, механизм Dynamic HDR Enhancer у Sony не работает полностью автоматически. Действие функции Dynamic HDR Enhancer можно продемонстрировать на стоп-кадре из фильма «Величайший шоумен». На значении High яркость и сочность картинки становится максимальной, но возможен клиппинг в бликах. Для достижения наилучших результатов придется корректировать настройки вручную в зависимости от метаданных видеоряда. Тем не менее, совсем несложно создать заранее несколько пресетов настроек для типичных значений яркости HDR, то есть 1000, 4000 и 10 тысяч нит, и переключаться между ними в случае необходимости. Да, уровень реализации динамического тон-маппинга несколько не дотягивает до того, что удалось GVC, но прогресс относительно предшествующих моделей, как говорится, налицо. Мы прогнали несколько тестов для оценки качества передачи движения и кадровой интерполяции. К сожалению, на видео с экрана продемонстрировать качество передачи движения практически невозможно, ввиду ограничений при съемке с экрана и конвертации в YouTube. Выводы ожидаемые. Передача движения очень хорошая, особенно в режиме True Cinema. Размытие в движении минимально, контент 24p воспроизводится максимально корректно. Включение кадровой интерполяции устраняет рывки при панорамировании, делает контуры более четкими, а движение плавным, но, естественно, вносит некоторое количество артефактов, особенно на высоком значении. На фрагменте из фильма «Ветреная река», снятом на ручную камеру, вывод о высоком качестве передачи динамики проектором подтверждается в полной мере. Далее проверим качество работы системы динамического увеличения контраста, которая представляет собой тандем из лазерного димминга и автоматической диафрагмы объектива. Так же, как и в ранее протестированных нами лазерных проекторах Sony,
серии VW870 и 5000 механизм динамической контрастности на значении Limited работает отлично. Глубина черного увеличивается без эффекта накачки, изменения цветовой температуры бликов или потери деталей. При этом система эффективна и в смешанных сценах с яркостью 1% ADL, что в совокупности с высоким ANSI-контрастом делает проектор максимально универсальным с этой точки зрения, а контраст очень стабильным в сценах с разной средней яркостью. Значение Full, при котором на полностью черных кадрах лазер отключается, может давать видимую ступенчатость работы в наиболее сложных сценах. Итак, перейдем к просмотру на проекторе фрагментов фильмов, записанных в стандартном динамическом диапазоне и разрешении Full HD. Кадры из сериала «Терминатор. Хроники Сары Коннор» выглядят на проекторе Sony VW890 превосходно. Изображение радует глаз богатой цветопередачей, высокой контрастностью и отличной четкостью. В сцене обмена советского разведчика Абеля на американского военного Пауэрса в конце исторической драмы Стивена Спилберга «Шпионский мост» глубокий черный цвет и яркие фонари демонстрируют великолепную пластичность изображения. Картинка по-настоящему кинематографична. Теперь посмотрим, как проектор справляется с фильмами в формате 4К HDR. «Планета Земля 2» – идеальный тестовый материал. Этот документальный мини-сериал выглядит на большом экране потрясающе. Буйство красок, яркость, контраст и объемность изображения позволяют ему выходить за границы экрана, а референсная оптика проектора увидеть все мельчайшие детали. Культовая классика Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день», снятый в далеком 1991 году, был ремастирован в 2017 и перевыпущен в повторный прокат в 3D и 4К. Можно критиковать переиздание за избыточную цифровую обработку, но одно можно сказать уверенно. Этот фильм оказался не подвластен времени, и вы можете продолжать наслаждаться его просмотром на большом экране, а с качеством изображения, которое дает Sony VW890, могут сравниться лишь лучшие коммерческие кинотеатры. Просмотр на проекторе третьей части франшизы «Монстры на каникулах» вызвал у нас настоящий восторг. Картинка была невероятно объемной, динамичной и контрастной. Прорисовка окружений персонажей поразительная. Нужно ли говорить о том, что у детей просмотр на большом экране вызовет еще больше эмоций? Кадры из «Дюны» Дени Вильнёва демонстрируют великолепный внутрисценовой контраст и пластичность изображения. Отсутствие светофильтра DCI и обусловленные этим ограничения по цветовому охвату никак не проявляются при просмотре. Бандинга нет, а передача золотистой цветовой гаммы этой сцены максимально корректна. Как и новейшие проекторы от Sony, 890 не оснащен портами HDMI 2.1, что вряд ли обрадует геймеров. Но это не означает, что его нельзя использовать для игр. Напротив, для этого у него есть режим низкой задержки, оптимизированный именно для игр. Отличная передача динамики и высокая яркость сделают игровой процесс максимально увлекательным, обеспечивая полное погружение на большом экране. Никаких проблем с коммутацией к игровым приставкам последнего поколения у нас не возникло. Теперь попробуем подвести итоги, выделить плюсы и минусы проектора Sony VW890. Итак, плюсы. Первое – это сравнительно высокая, но пускай и не рекордная яркость. Второе – высокий контраст, причем как on-off, так и при измерении по методике ANSI. И отсюда отличная пластичность изображения, стабильность контраста при изменении яркости сцены. Эффективно и корректно работающая система двойного динамического увеличения контрастности за счет сочетания лазерного димминга и диафрагмы объектива. Возможность плавного управления мощностью лазера. Премиальный объектив RCF. Высочайшая четкость, резкость, равномерность фокусировки, отличное сведение панелей. Очень хорошая передача движения. Качественный апскейл разрешения видео до 4К и отличная работа цифровых систем усиления четкости и детализации. К минусам можно отнести, пожалуй, только глубину черного в самых темных сценах, которая несколько уступает конкурентам от компании JVC, и то, что проектор не обеспечивает 100% покрытия цветового пространства в DCI-P3. Ну и, наверное, еще можно добавить к этому то, что динамический тон-маппинг HDR не является полностью автоматическим и требует ручной коррекции. Итак, проектор Sony VW890 – это очень сбалансированный во всех отношениях аппарат, прекрасно проявляющий себя практически на любом материале, прежде всего, конечно, в кино.
Если вы можете себе его позволить, то он станет бескомпромиссным решением для домашнего кинотеатра самого высокого уровня. Артем, вот телевизор можно смотреть на кухне или даже днем на улице. Зачем мучиться с этим проектором? Хороший вопрос. Для таких целей, которые ты назвал, на улице, в освещенном помещении, телек, естественно, лучше, потому что это совсем другое устройство отображения. Да? А для целей просмотра кино, когда мы хотим полностью погрузиться в происходящее на экране, очень желательно нахождение в специально подготовленном темном помещении, где мы не видим лишних предметов обстановки, где экран практически заполняет все поле нашего зрения. Да? Это совершенно другой уровень восприятия интертеймента. Сравнивать телевизор, да, и полноценный кинотеатр, наверное, не очень корректно. Я думаю, я так более-менее понятно объяснил разницу. Можно, допустим, повесить блэкаут-шторы и все же смотреть кино на кухне? На самом деле, для использования в неподготовленных помещениях есть отличное решение. Это ALR-экраны. Смысл в том, что они минимизируют вред, который причиняет, во-первых, само помещение путем переотражения от белых стен, от белого потолка, и, во-вторых, минимизируют последствия минимальной внешней засветки. Вот те самые шторы, о которых ты сказал, да, они могут пропускать свет какое-то количество. ALR-экран позволяет этот контраст усиливать, отсекать боковое и верхнее освещение, и таким образом картинка остается очень хорошей. Пусть не такой идеальной, как в подготовленном, абсолютно темном помещении, но вполне достаточным, чтобы смотреть детям мультики, смотреть спорт, смотреть клипы, концерты, все что угодно. То есть проектор на самом деле, если это хороший яркий проектор, такой как Sony 890, его можно использовать и в светлой гостиной. Многие так делают и вполне довольны. Мы постарались дать вам максимально полную информацию, но качество видео на YouTube не позволяет передать всего, на что способен этот проектор. Поэтому вы можете увидеть его возможности вживую в демозале компании AV Nirvana. Обязательно напишите комментарий о том, что вы думаете по поводу этого проектора, и не забывайте подписаться на наш канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч!